мама работала на третьем этаже, где объединение, где режиссеры, где там все покурить, подумать о творчестве. А папа мастер по свету, там, где осветители, где крепкое словцо, может быть, где провода. Как может кино влиять на регион? Специалист по межкультурной коммуникации, я вас понимаю очень хорошо. Я не считаю, что кино, то есть мое кино, которое я делаю, должно обязательно зарабатывать. Оно должно, в моем понимании, просвещать. Но без кино, которое зарабатывает, нету рынка кино. Нет, вы знаете, мы снимаем на русском, для русских, по-русски. Но деньгами нельзя. Это пустота, это пустышка, которая просто была сделана на потребу. Вам попроще, вот вам жвачечку, чтобы вы не думали ни о чем. Вот пришли, посмотрели, красивые костюмы. Так получается, у нас кризис идей, что ли, сейчас? То есть, или как? Кризис идеи, я считаю, у нас нет. У нас есть кризис восприятия идеи продюсером. Перспектива у нашего кино глобальные есть, или мы так и будем на себя заворачивать, должны на себя заворачивать собственный кинематограф? Добрый день. Сегодня в студии «Сердитого пряника» отмечает добрый день с сердитым пряником Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов Союза кинематографистов России. Добрый день. Организаторов кинопроцесса. Организаторов кинопроцесса. Вот, все гораздо сложнее организаторов кинопроцесса. Но у меня к вам личный вопрос. Да. На своей странице ВКонтакте, а буквально в последнем посте вы опубликовали информацию о том, что в связи с Домом кино, который закрылся 31 января, что ваши родители кинематографисты, однако Союз того времени кинематографистов не удостоил их своим вниманием. Что это значило? Вы сделали этот факт публичным, я ничего не раскапывал. Нет, здесь мы ничего не раскапываем, просто мои родители, скажем так, папа — это осветитель, мастер по свету, вот, такое, собственно, направление вообще не было никогда в Союзе, вот, были техники, там, да, по камерам, да, кто создавал камеры, там, да, и так далее, техническое такое было направление, но осветители туда не входили. Мама — организатор кинопроизводства, директор картины первой категории, но... Продюсер, говоря современным языком. Вы знаете, директора картин все-таки остались. Да, директора картин остались на многих фильмах, ты даже можно смотреть, видеть, не только бывает там, да, исполнительный, линейный продюсер, но и остается директор картины. Вот, но в данном случае, да, наверное, многие директора перешли в продюсера на сегодняшний день. Вот, и ее документы просто уже под конец работы студии, они работали на киностудии «Центр научфильм», который сейчас уже, собственно, нет, который стерта с лица. В Лиховом переулке? Нет, в Лиховом переулке была ЦСДФ, Центральная студия документальных фильмов. А Центр научфильм был на Валдайском проезде, где сейчас, собственно, было отдано все студии Горького. Вот, и сейчас это просто залитая бетоном площадка, и там что-то новое выстраивается. Хотя это были потрясающие павильоны, это была потрясающая история со звукозаписью, там был уникальный павильон по звукозаписи. Но, к сожалению, это было не нужно современному, да, современному правительству Москвы, и, соответственно, все это было спущено, соответственно, под котлован, под нож полностью. Вот, даже, к большому сожалению, не уцелел музей Центра научфильма, какие-то предметы из этого музея, насколько я знаю, были как-то спасены, не спасены, но перевезены, но на студии Горького, да, но не все, и как бы, в общем, когда это не твое, это неинтересно. А тогда вопрос про не твое. Скажите, пожалуйста, но вы, получается, говоря 40-й терминологии, ребенок, выросший в киношных опилках, пленке, скажем так, в мотках пленки. Соответственно, в павильонах. Я видел работу с Гуриди даже, если кто помнит, да, это человек, который, собственно, создал «В мире животных», один из первых наших режиссеров, который снимал о животных фильмы. Вот. Правда, уже в преклонном возрасте, и вот это я могу сказать, что это было на моих глазах. И что было интересно всегда, то, что, мама работала, соответственно, это же несколько этажей было в студии, соответственно, она работала на третьем этаже, где объединение, где режиссеры, где там все покурить, подумать о творчестве и так далее. А папа мастер по свету... В буфете, да. Естественно, вот. А папа мастер по свету, там, где осветители, где крепкое словцо, может быть, где провода, там, да, приборы большие, Юпитеры, там, да, и так далее. Вот. И вот эта вот разница, да, она меня и воспитывала. Вот разница людей. Я рос во взрослом коллективе, у меня не было детского сада. Поэтому Центр научфильм для меня явился таким вот
наверное, фундаментом, да, для того, чтобы мне хотелось идти в кинематографию. Но при этом я закончил психфак. Психфак. То есть по первому образованию вы уже не первый человек, который приглашен к нам на подкаст, который в качестве первого образования имеет переводческое, психологическое, еще какое-то образование. Оно вам помогло вообще? Ну, вы знаете, так как у меня был в школе выпуск «Миллениум» 2000-х годов, вот, то есть именно 2000 год, и так как у меня все-таки в школе был выпуск «Миллениум», это 2000-е годы, тот момент, когда зарождались платные вузы, и было, наверное, чуть проще поступить, получить высшее образование, кому это было интересно. И у нас преподаватели, которые, прошу прощения за тавтологию, которые, собственно, из МГУ, да, еще из каких-то престижных вузов, то есть они тоже искали возможность заработка, да, и приходили к нам, и отдавали нам то же самое, что давали, собственно, в МГУ. Поэтому я могу сказать, но при этом у нас не было такого... А какой вуз-то был это? Это Международный славянский университет. Здесь, на Алексеевской, он до сих пор существует. У него отнимали лицензию потом уже через много-много лет. Потом ее вернули, там поменялся ректор и так далее. Но я могу сказать, что вот тот период, он был совсем не хуже, чем в государственном вузе. И мы получали знания без, скажем так, направления в науку, потому что МГУшное, да, образование, оно все-таки больше в науку, оно не в практику. Вот. А мы были такими практиками. Да, я дальше не пошел, потому что надо было еще дальше учиться, там, да, получать какое-то направление, специализацию и так далее. Но для жизни, я считаю, да и вообще для профессии, в том числе продюсера, это интересный опыт. Тогда вопрос, а когда вы соприкоснулись с кинопрофессией, как вас засосало-то в эту, скажем тоже так, бездну, пучину кино? Тоже через родителей, потому что, 90-е годы часто мы все бывает, с вами помним. Что люди выросли в опилках, но цирковыми артистами. Да, вы вспомните 90-е годы, когда все развалилось, киностудия тоже была закрыта, Центр научных фильмов, практически закрыта, да, там все были уволены и так далее. Вот, мама тоже в том числе была какое-то время без работы, ее пригласили спустя большой промежуток времени на киностудию «Отечество». Такая была студия документальных фильмов. Это как одно из объединений в свое время ЦСДФ, о котором мы с вами говорили только что, да, вот, Центральная студия документальных фильмов на Лиховом переулке. Вот, и, соответственно, я туда пришел вместе с ней в качестве администратора. Первая картина была у нас снята на Алтае. Месяц мы там были в экспедиции, снимали «Легенду о Беловодье». Прекрасная картина, я считаю, да и работа с пленкой. То есть я начал работать даже с пленкой, понимаете? То есть я еще из тех продюсеров, которые знают, что такое пленка, что такое обработка, что такое лаборатория, как это все туда отвозилось, получалось и так далее. Потом, когда через какое-то время киностудия «Риск», Наталья Желтухина, царство небесное, прекрасный продюсер, дала возможность мне уже как директору картины сделать фильм, да, и это я вот все это проходил в Госкино, там, утверждение. То есть перепрыгнули сразу из администратора в директора? Да. Ну, какое-то время прошло, понятное дело, да, потому что после, собственно, киностудии «Отечество» рядом находился «Золотой Витязь» кинофорум и театральный форум. Меня туда привлекли администратором. И так далее. Вот это вот начала, соответственно, такая киношно-театральная тусовка, назовем это так, меня засасывать, и мне это было интересно, я это делал. Мне вообще организовывать что-то очень интересно, до сих пор это и делаю, собственно. Это важно. Почему? Потому что на самом деле классическим путем людей, которые приходят как в аудиовизуальный перевод, так и в кино, является ситуация, когда, что называется, снизу человек на пузе проползает, да. Все, иначе ты не станешь хорошим специалистом. Я знаю, например, что один из ведущих программы «Тема» на Первом канале Дмитрий Менделеев в 90-е годы, он начинал вместе со мной администратором нашей съемочной группы, и тот же самый Андрей Разбаш был осветителем, то есть здесь Андрей Разбаш, один из владельцев «Вида», то есть здесь для нашей профессии, для нашей группы профессий это нормально. Я правильно понимаю? Я считаю, да. И в кино вообще нельзя приходить сразу на должность там генерального продюсера, там, если ты только что закончил, даже если ты только что закончил в ГИК, и у тебя нет какого-то опыта работы. То есть сын Рокфеллер не может поставить своего сына генеральным продюсером, или это будет полная ерунда? Ну, он может поставить, но он тогда наберет себе тех продюсеров, которые будут работать, потому что иначе он просто не сделает кино. Он не будет понимать, это же технология. Да, надо понимать, почему это так делается. Многие вещи нелогичны, но они именно так работают.
работают. Поэтому пока ты не пройдешь съемочную площадку, пока ты не обкатаешь на себе вот эти все нюансы создания фильма, ты не поймешь, почему он так делается. То есть заниматься так называемым дурным теоретизированием здесь не нужно. Нужно пройти процесс, осмыслить его, и только после этого начинать кого-либо учить там и вообще выходить на какие-то серьезные... Совершенно верно. Но ведь у нас как? У нас может быть написан генеральный продюсер, который никогда не был на съемочной площадке. Почему? Потому что он просто привлек деньги. Ему не важно, он не знает, что такое кинопроизводство и так далее. У него есть как раз группы, да. Многие же ведь киностудии сейчас большие, серьезные, там, да, ну тоже ЦПШ, он же не занимается напрямую производством. Да, ну то есть, да, ЦПШ само, да, оно не занимается кинопроизводством. Они сидят в офисе в красивом, замечательном, да, у них все хорошо, и у них есть студии, которые им производят. Вот, как подрядчики такие, да, вот они как раз в полях, да, а эти нет, они стоят большой знаковый там заголовком, да, что ЦПШ представляет, да, но при этом они сами там в этом не находятся. А все-таки мне интереснее быть не вот такой студии, да, мне интереснее быть в полях, да, когда ты понимаешь, как происходит процесс, через что ты проходишь, и когда ты садишься в зал, ты смотришь картину уже совершенно иначе, ты понимаешь ценность ее, того, что это сделано. Я вот об этом сейчас много говорил, и когда мы проводили лабораторию региональной киножурналистики, наш экран во Владикавказе в прошлом году. Это время соединяться? Нет, время объединяться — это для молодых продюсеров, а наш экран был во Владикавказе для журналистов. Мы обратили внимание на то, что нету практически пишущих журналистов о кино, да, и привезли во Владикавказ из 20 регионов 20 журналистов, которые работают в направлении культуры вообще, да, и учили их смотреть профессиональное кино. Так вот, я к чему? Я им там в самом начале сказал о том, что очень обидно, когда ты вкладываешь в кино 2-3 года своей жизни, потому что именно такой цикл производства кино, а зритель после него, там, не дожидаясь окончания титров, встает, закидывая последний попкорн в рот и говорит: ну ничего так, зашло. И он выходит из зала, и все. Да, вот не ради этого должно создаваться кино. Может быть, кого-то это устраивает. Он заработал денег, он заработал, я не знаю, там, да, какой-то там опыт, там, что-то с кем-то пообщался и так далее, и больше ему не интересно. Я считаю, что кино — это все-таки долгоиграющая история должна быть. То есть это игра в долгую. Когда ты выходишь из зала, у тебя должно оставаться, помимо того, что ничего зашло, у тебя должно оставаться внутри что-то светлое, и что-то тебя немножко поменяло. Вот это важно. Смотрите, а вот у меня вопрос. Вот время объединяться. Вы как-то вот хитро, правильно заходите, как мне кажется, правильно. Но время объединяться вообще интересная идея, потому что там, насколько я понимаю, логика самого проекта была воспитание агентов влияния и население ими руководства различных регионов, чтобы у вас везде были люди, понимающие суть кино. Это такой хитрый проект вообще. Как вы это вообще его придумали-то? Это же правильная логика. А вы знаете, нужна, она такая американская логика. Если ты хочешь руководить миром, в каждой стране посади по человеку, который будет тебе, что называется, тебя боготворить. Вы пошли по тому же пути. Как вообще это? И как это прошло вообще? Получилось ли это? Ну, вы знаете, это мы возвращаемся к первым строкам нашего с вами интервью. Пока ты сам не проходишь, да, ты не знаешь проблем. А когда ты в этом начинаешь работать, ты понимаешь, ты видишь эти проблемы, и ты их начинаешь пытаться решить. Потому что, к большому сожалению, на государственном уровне эту машину повернуть практически невозможно. И ну, конечно, потому что у нас на государственном уровне происходит отчетная система. То есть вот есть какое-то направление, мы должны за него потом отчитаться. И все. То есть наша задача — отчет. То, что как оно... Не результат, к большому сожалению. Это вот министерская история, там, да, и так далее. Мы не видим никогда, ну, по крайней мере, я не вижу, может, конечно, кто-то из наших зрителей, вы, может быть, видите такой хороший результат работы. Я вижу отчеты, красивые цифры, красивые, там, я не знаю, еще что-то такое. PowerPoint-овские презентации. Да, презентации, когда вот у нас Владимир Владимирович сидит за столом, а у него такая большая всегда такая альбом с презентациями, он листает эти большие страницы. Наверное, там что-то
интересное написано. Не знаю, я как-то все больше сомневаюсь о том, что у нас, в крайнем случае, в кино что-то может быть интересное написано. Вот, так вот, мы понимаем о том, что, ну, то есть я, во всяком случае, понимаю о том, что, приезжая в регион, человек на месте, тот чиновник, который, соответственно, там работает, он, во-первых, ему в ВУЗе никто не рассказал о том, что такое кинопроизводство, да, и что, как может кино влиять на регион. Ну, не рассказывают об этом, это я знаю, нет такого предмета, да, в основном. Да, вот. нет и предмета, который рассказывает о том, как хорошая локализация влияет на экспорт кино, это я вам тоже скажу. Мне приходится об этом киношникам рассказывать. Ребят, хорошо переведенный фильм — это ваши немеренные деньги при экспорте, и у вас тоже. Конечно, совершенно верно, совершенно верно. Согласен на 100%, к этому мы еще, думаю, вернемся с вами сегодня. Так вот, соответственно, мы приезжаем в некий регион, да, где хотим снять тот или иной эпизод фильма или полностью фильм. Чиновник, который сидит на месте в этом маленьком городе, он знает о кино только то, что есть, допустим, «Оскар» или «Золотой орел», есть красная дорожка, есть звезды, которые там выходят, фотографируются напротив пресс-вола, вот, ну и какое-то несколько названий фильмов. Как это все делается и что нужно, чем нужно помогать, кроме там, я не знаю, там, гостиницы и питания вот этой съемочной группы. Про ребейты не знают ничего. Ну, кто-то знает про ребейты. Ребейты — это тоже все-таки это федеральные, ну, даже не федеральные, а центровые города. Да? Ну, то есть, условно, там, да, Новосибирск, он знает, что такое ребейт. А вот город в Новосибирской области, ему до ребейта как до Луны, потому что у него кино никто не приезжал, условно, снимать, да, а тут вот они приехали, и он думает, и что он с ним будет делать, как? Он даже не понимает, что, ну, не знает, что такое караван, кинокараван, да, он не знает о том, что надо какое-то подключение, он не знает о том, как вообще оценить проект, вообще стоит с ним взаимодействовать или не стоит с ним взаимодействовать. И об этом, обо всем мы говорили на этой лаборатории. У нас было 5 экспертов, соответственно, мы в том числе прошли по предполагаемым возможным локациям в городе Суздаль, мы в Суздале это проводили. Прекрасный город, я тоже там был на кино. Одном из самых кинематографичных городов нашей страны. Да. Вот, столько фильмов, сколько там снято, у них даже разнятся данные о том, сколько все-таки их было там снято. Вот, все время все я по-разному. Точно могу назвать, ну, это «Женитьба Бальзаминова», да, который стоит памятник в центре города. Но их там чуть ли не 80 они насчитали, сколько было снято всего. Да. А сейчас еще начали снимать документалистику, сейчас проходят там кинолагеря, там вообще это становится таким микро-Голливудом таким российским. Совершенно верно. Вот, прекрасно и с Алисой Бирюковой, спасибо ей большое, главе города, которая нас, так сказать, подсказала к ней приехать, да, ну, благо мы находимся в приятельских отношениях, поэтому ей за это огромное спасибо, пользуясь случаем, передаю, так скажем. Ну и, конечно же, Президентскому фонду культурных инициатив, который нас поддержал. Так вот, мы прошлись по городу Суздаль, по предполагаемым локациям, где Максим Катков, собственно, человек, который давно занимается кинолокациями, вот, рассказал нашим ребятам, да, которые, собственно, лаборантам, вот, о том, вот, к примеру, точка, да, где вы здесь можете поставить караван, подумайте, да, где как бы вот этот столб, от него можно провести электричество, да, подключиться. Здесь вот вы должны договориться со всеми соседями о том, чтобы они были не против того, что вы проводите киносъемку и так далее. То есть ребята погрузились вообще вот в это во все, понимая того, что вот к ним в регион приехала съемочная группа, вот они должны это все обеспечить. Они должны обеспечить перекрытие улиц, где надо, там, да, и так далее. Возможно ли питание, там, где познакомить, может быть, там с какой-то столовой, не столовой, которая сможет привозить это все дело, потому что понятно, что кинокухня есть далеко не везде, мягко выражаясь. Но в Суздале ее пока нет. Конечно, в Суздале ее нету, там в Суздале кино вообще будет, много чего нет. Да, нет. все постепенно. Я больше вам скажу, у нас в Москино кинопарке до сих пор нет кинокухни. Ну там много чего да, нет. Поэтому... Я не буду комментировать Москино и кинопарк. У них там нет ни студии озвучания и дубляжа. Они постепенно, да, развиваются. Они нам сказали, мы с ним пытались сотрудничать, они нам сказали, ну зачем киношникам дубляжная студия в киногороде? Ну, я после этого сказал, я и наш продюсер этого канала, мы так послушали, сказали, ну окей, хорошо. Да, да, ну это их решение, это их политика развития. Ну вообще как бы сама идея, не знаю, мне понравилась, потому что мы туда привезли тоже ребят, они прошли, посмотрели, для них это огромное впечатление было. Вот, ну вот, собственно, надеюсь, может быть, мы какие-то еще проекты совместные сделаем, но найдем, в общем, точки соприкосновения. Вот, значит, вот, собственно, в этом направлении мы шли. Что же было у вас большое количество
плачущих студентов было факультетов государственного и муниципального управления, которые внезапно поняли, что они не тем занимаются всю свою жизнь. И что там случилось-то у вас? Ну, это не совсем так. Мы все-таки отобрали... Ну, то есть у нас было 300 человек, на 300 вузов мы рассылку делали. Вот, мы отобрали... конкурс какой был, если честно? Ну, вот честно, 300 вузов мы охватили. 100, сейчас скажу, по-моему, 120 или 130 заявок. А на место? 20. То есть 6 человек на место. Чудесно. Да. Продюсеров меньше, больше управленцы. Но у нас и продюсерских факультетов меньше, надо сказать. Вот, поэтому, соответственно, у нас было несколько человек из ВГИКа там, да, почему? Потому что, ну, собственно, сложно. Вообще большая проблема отобрать была продюсеров. Из-за чего? Нам же важно было, чтобы продюсеры показали свои уже короткометражные фильмы, которые они принимали, в которых участие как продюсеры, да, ну, то есть организовывали. И на примере этого своим коллегам из муниципального управления рассказали о том, с какими трудностями они сталкивались на своем языке. Угу. Вот, ну, понятно. Да, и вот с Москвой, там, Санкт-Петербургом все понятно, все просто, деньги есть у вузов, поэтому и кино хоть и получается. А когда мы, условно, там из Кемерово, да, привозили человека, а он снимал на то, что у него было. И, конечно, уровень фильма гораздо слабже, но при этом у него есть идея, желание работать, драйв там, да, и так далее, узнать что-то. И итогом-то вообще всей работы было 2 проекта. Мы разделили их на 2 команды, которые состояли из, в том числе, вот, продюсеров и из муниципального управления, там, в одной и в другой. Пути развития города Суздаля через кинематографию. Будь то там какое-нибудь там мероприятие киношное или еще что-то, или, может, сам создание фильмов, какой-то цикл там и так далее. И ребята подготовили очень интересные проекты. Они, многие посмотрели и на, не только на сам город Суздаль, но и на Владимирскую область, там кинокольцо, да, предложили вариант. Хотя, откровенно говоря, уже потом я понял, что такой проект уже давно лежит у кинокомиссии, то есть, да, у киноцентра Владимирской области, но вот пока до сих пор не получил какой-то поддержки. Будете повторять этот проект? Вы знаете, я думаю, что его повторять-то стоит, но вопрос, конечно, финансирования, так как президентский фонд культурных инициатив имеет такую специфику, да, они проекты, которые, ну, как бы ежегодные, да, они не очень активно поддерживают, вот, им все важно, чтобы какие-то были, как стартапы такие, да, и дальше проект сам развивался. Кстати, это же, по сути, своеобразная киношкола. Да, но только вот с определенным направлением, да, с определенным уклоном. Вот. Мы в первый раз, когда проводили первое время объединяться в Москве, пробовали это сделать, хотели объединить продюсеров и бизнесменов, да, чтобы они тоже научились друг другу. Не очень получилось, бизнесмены там очень вяло отреагировали, продюсеры были более активные. Ну и потом, соответственно, вот я тогда это понял, что важно вывозить куда-то. Тогда они варятся в одном соку. Вывозить нужно обязательно. Никуда не уходят, ничего, и они вот в этом во всем, так скажем, да. Высокая контактность самого процесса такая происходит. Да. Слушайте, а тогда у меня вопрос. Уже вот такой, мы пришли к вопросу, который меня всегда интересовал. Вообще, я принадлежу к тому крылу наших. Понимаете, аудиовизуальные переводчики, как правило, имеют дополнительную экспертность. Я режиссер по образованию, работал сценаристом. Здесь я принадлежу к той категории, к тому крылу кинематографистов, которые считают, что для кино делится на 2 категории. Это режиссерское кино, когда режиссер снял, нате, идите, продвигайте, делайте на этом деньги, я свое дело сделал. А есть продюсерское кино. Это когда продюсер с самого начала концептуализирует рыночную идею, рыночную или ситуативную, и уже под нее ищет команду людей. Я принадлежу к продюсерскому крылу. Я считаю, что кино это бизнес. Оно должно зарабатывать себе на жизнь. Кино не может не зарабатывать деньги. Вы к какому крылу принадлежите? Вы знаете, я принадлежу, наверное, к какому-то некому среднему, 3-му крылу. Почему? Мейнстрим такой, да, получается? Середина, middle of the road. Ну, что-то да, наверное. Почему? Потому что я не считаю, что кино, то есть мое кино, которое я делаю, должно обязательно зарабатывать. Оно должно, в моем понимании, просвещать. Для меня это очень важно. Но без кино, которое зарабатывает, нету рынка кино. Поэтому, как президент гильдии продюсеров, да, я сейчас могу ответить, что, безусловно, должно быть
и такое кино, да, которое зарабатывает, которое есть в прокате, там, да, и так далее. Вот, должно быть кино авторское полностью, да, которое, вот, собственно, режиссер, я так вижу, все, вот он сделал. Помеченное вот. Как авторское, да? Да. Авторское кино. Да, да, авторское, ну, это авторская версия, все, ты не можешь ничего, как бы, да, как продюсер, ты просто помог этому автору сделать его авторское кино. И ты не можешь в него, скажем так, как-то в него влиять сильно, да, то есть вот автор придумал, ты доверился этому человеку, ты его зачем-то привлек или ты к нему пришел, чтобы ему помочь это сделать, только изволь, значит, как говорится, доверять. И... Только это такое, в одном случае это финансовое взаимодействие, во втором случае это больше идеологическое такое, скажем так, полюбовное взаимодействие, да. Режиссерское кино, вот когда режиссер делал, потом... Ну, это авторское как раз. Это не совсем авторское. Авторское — это когда к вам приходит, извините, все-таки вы приходите к либо мы приходим, то есть либо к нам приходит автор, да, со своей идеей, либо ты, собственно, находишь того автора, которому тебе хочется помочь, и потому что ты на одной волне с ним. А если вы говорите про режиссера, который, собственно, пришел к продюсеру, и он делает по заказу продюсера некое кино, но не советую с ним, то это, извините, до свидания, продюсер, потому что он, значит, его не отследил вовремя и не поставил свои границы своего, так сказать, влияния. Вот. Поэтому такого кино вообще по-хорошему быть не может, что я вот сделал, а вы делаете, что хотите. Если такая ситуация случилась, это большой минус продюсера. Ну, это довольно часто бывает на самом деле. То есть в сегодняшнем российском-то кино, что режиссер там 10 лет снимает, извините, гениальный фильм по гениальным писателям. Тогда это мы говорим все-таки это про авторское кино. Вот ему все позволяется, он великий и так далее. Вот это его идея, это его авторский взгляд. О каком фильме и так далее. Говорил, ну, да? Конечно, естественно, да. Вот его взгляд, все, вот как оно будет, так будет. Сделаем скидку на возраст, на все, там, да, делает. Вот, все, ты вот просто принимаешь это, да, потом ты будешь стоять продюсером у этого великого режиссера, да, и ты в себе фильмографию... стоишь, да? Ну, памятника поставишь, да, что я был продюсером этого большого фильма. Вот, режиссер успел закончить, не успел, разные бывают ситуации. Вот, поэтому... Это твой выбор как продюсера, на каком моменте быть. Вот мне важно, и я это как бы сейчас повторю еще раз, чтобы кино как-то оказывало на зрителя свое влияние и положительное влияние, какое-то просветительское влияние. Или же мы говорим про духовно-нравственные ценности, чтобы оно меняло человека. Потому что, к большому сожалению, коммерческое кино, которое сейчас мы видим на экранах, оно не несет этих функций за собой. Это такая жвачка, попкорн, однодневка. Пришел, посмотрел, пересматривать ты его не будешь, ты не захочешь. А мне кажется, это, на мой взгляд, опять же, исключительно мой взгляд, что это бесполезно потраченные годы жизни, там, да, пусть это 2-3 года, но мы не знаем, сколько нам отпущено. Ну, смотрите, у нас тут сейчас вообще буквально в этом январе произошло две очень любопытных ситуации. Вот тот же «Первый богатырь», «Финист», собирает за 36 часов миллиард сборов. Да. Хорошо, берем чистые цифры. И тут же выходит еще один патриотический фильм «Злой город», который при бюджете в 800 миллионов собирает за неделю, а первая неделя проката критическая, собирает 140 миллионов рублей, и очевидно, что вряд ли соберет, 200 хорошо, у него 400 будет, он соберет, 400, но да. не окупит себя. Не окупит. Вот вы, скажем так, как считаете, какой фильм больше вносит вклад, что называется, в развитие трендов нашего кино, именно актуальных трендов? Я имею в виду, потому что 25-й год, если тренд на быструю монетизацию задан, я не уверен, что вот это не прозвучит в киносообществе, не прозвенит, скажем так. Ну, я могу сказать так, что нельзя сравнивать там «Первый богатырь», там, да, «Дорогу из желтых кирпичей» с, собственно, со «Злым городом», потому что, во-первых, «Финист» — это продолжение
да, определенной истории, да, которая уже, вот, определенно, я все-таки стараюсь по-русски говорить, вот, и продолжение, собственно, да, того, что мы уже видели. Большой истории, есть термин еще, который называется большая история. Да, большой истории. Вот, значит, плюс, соответственно, это, откровенно говоря, простите, тошнотворная поддержка канала, потому что, когда ты оказываешься около этого телевизора, и у тебя постоянно включена Россия, и в каждом выпуске новостей... С каждого утюга. Не даже выпуски новостей, которые всегда были святыми, да, во многих вещах, там, да, что ты присадился, получить новость какую-то, да, и ты все время сталкиваешься в каждом выпуске с тем, как снимался «Богатырь», там, да, и так далее, и тому подобное, плюс потом идет трейлер этого «Богатыря», и все эти новогодние праздники, когда ты как бы... Может, так их надо поддерживать-то? Потому что я, например, удивился, «Злой город» начал себя рекламировать только когда вышел. Может, так и надо? Я понимаю, но вы знаете, какая ситуация? Я вот, когда анализировал вообще всю историю того, что сколько у нас там миллиарды собирают там чебурашки, там богатыри и прочие вещи, откровенно говоря, не несущие... «Холоп» тоже собрал миллиарды. «Холоп» собрал, да. Но «Холоп»-то вообще народное кино. У него не было такой рекламы, как у, собственно, у первого, во всяком случае, да. Это просто народная история. Вот она людям понравилась. Наказание богатея. И побежали в кинотеатр. Да нет, ну а «Сердце Пармы»? У него под 900 миллионов сбора, он чуть-чуть не дотянул. 900 миллионов, да, но все-таки он не дотянул, да. Мы понимаем, что есть... Ну, там, для да, костюмного кино это был прорыв. Да, согласен, что это прорыв. Мы научились делать хорошее американское кино. Почему американское? Да потому что американское оно. Ну, потому что оно сделано по всем лекалам американским. Там нету национальной кинематографии вообще. Кроме того, что написано в русские титры, режиссер такой-то там, да, продюсер такой-то. Все, это просто американские точно лекалы. Я не видел «Злой город», поэтому я сейчас не могу о нем говорить. Вот, как он сделан, по какому принципу и так далее, что он несет. По тем, ну, условно, рецензиям, там, интервью, которые я читал, я понимаю, что это как бы вроде положительное кино, но не буду о нем говорить, просто потому что не видел. Вот. Но, вы знаете, в свое время, когда у нас начинало развиваться телевидение, появилась программа там «Чужие окна», который вел Дмитрий Нагиев, где в ток-шоу, да, все там что-то друг друга обливали, там, да, ругались. Рейтинги ошеломительные. Ну, да, я помню эту программу, я ее переводил на экспорт, ее в большое количество. Я точно помню, в Болгарии ее продали точно. Совершенно. Вот. Потом появился наш замечательный «Дом-2», да, который имел баснословные рейтинги, были большие деньги. А вот его мы никуда не продали за рубеж, потому что фу-фу-фу, плохо. Извините, не получится мировой рынок-то надуть. А зритель-то наш смотрел. Ну, просто... это наш зритель, это отдельная тема, мы к ней дойдем. Я сейчас про другое, я про то, что сложно, это как раз про деньги. Вот. Ведь деньгами, если измерять эту историю, то самые популярные вот эти вот шоу, которые были, они заработали в прокате, да, хорошие деньги. Но деньгами нельзя, это пустота, это пустышка, которая просто была сделана на потребу для того, чтобы уровень зрителя не поднимать. Вот он есть вот на каком-то уровне, да его наоборот даже опускать. Вот вам попроще, вот вам жвачечку, чтобы вы не думали ни о чем. Вот пришли, посмотрели, красивые костюмы, там что-то такое очень похожее на то, что вы видели в американском кино, которое приезжало у нас, которое воспитало зрителя. У нас зрители воспитало американское кино, потому что, вы вспомните, у нас кинотеатров не было. Кто пришел? Американцы пришли, которые сделали кинопрокат здесь. И они привлекали. Понятное дело, что это их заслуга. Они задали определенные стандарты технического, потому что я смотрю иранское кино, китайское кино. Извините, вот сделать дорого-богато, да я, извините, Эйзенштейна смотрю, тоже дорого-богато, простите. И смотрю того же Бондарчука «Войну и мир», самая крупная массовка в мировой истории. Больше, чем он, физически на поле не находилось людей. Дорого-богато. Чего в этом плохого? Дорого-богато, ничего не плохого. Но либо есть национальная идея в фильме, либо нет ее. Либо это пустота. Так получается, у нас кризис идей, что ли, сейчас? То есть, или как? У нас, об этом мы недавно говорили, да. Кризис идеи, я считаю, у нас нету. У нас есть кризис восприятия идеи продюсером. Потому что продюсеру сегодня Еще нужно... раз поясните, это вот хорошая фраза, но давайте-ка мы ее поясним. Ее я не очень понял. Я вот сейчас. Кризис восприятия идей продюсером. Я повторил, чтобы мы понятно чего. Потому что к продюсеру может прийти хорошая идея.
ну, к примеру, фильм «Доктор», да, который был показан на всех фестивалях, собрал кучу призов, приходил к разным продюсерам, последняя роль Сергея Пускай-Палиса, приходил к разным совершенно продюсерам, и продюсеры его не брали, говорили, это неинтересно, зрительно это не пойдет и так далее. Его никто не взял. И результат то, что зритель его любит, ну, интеллектуальный зритель, которому хочется посмотреть не жвачку, а что-то поинтересней. А, соответственно, продюсеры его отмели. Почему? Потому что им важнее сегодня пройтись по уже готовому бренду. Взял ты «Волшебник изумрудного города». Прекрасно. Это же ведь не надо ничего придумывать. «Волшебник изумрудного города». Сделал технически красиво там графику, там, дорогу, там, этих персонажей там, да, и так далее. Зритель приходит, и родитель приходит. У нас же детского кино нет, у нас есть семейное кино. Приходит родитель с ребенком, садится, ребенку нравится визуал, родителю нравится что-то, какие-то там диалоги, все для него сделано, все прекрасно, он поел, попил и ушел. Но я не уверен, что через 10 лет он захочет его пересматривать. Даже через 5. Не захочет он его. Уверен. Проверим, как говорится. История что покажет. Значит кризис восприятия продюсера? То есть вы имеете в виду, что гениальная идея режиссера, грубо говоря, не заходит в голову. Да. Вот употребляя это слово, то есть продюсер на него смотрит, ну классно, но я из этого товар не сделаю, а из «Волшебника изумрудного города» я знаю, как сделать товар. То есть кино, по-вашему, не товар. Кино может быть товаром, может быть не товаром, но мы не должны из кино делать только товар. А у нас, к большому сожалению, сейчас даже со стороны государственного сектора идет финансирование исключительно товара, а не того, что мы будем оставим в истории. Угу. Понятно. То есть это такой хороший момент. Тогда у меня следующий вопрос. Есть понятие фильма, а есть понятие большого нарратива или большой истории, это сериал. Да. И сегодня основными идеологами, если можно так выразиться, существования сериалов являются онлайн-платформы. Я буквально недавно вышло интервью генерального директора Винка, где он сказал, что на самом деле сегодня рынок сериалов как таковых почти в 2 раза превосходит рынок кино. Но вот у меня вопрос. Во-первых, я знаю, что режиссеры, продюсеры кино недолюбливают сериальных коллег, потому что вот там-то как раз коммерциализация в полный рост, как они говорят. И чего делать вот с этим? Они, что получается, это разные модели смотрения. Сериальщики построят... Совершенно разные модели смотрения. В одном случае это событие, поход в кино это событие, а во втором случае это так называемое кинозапой, то есть когда ты одновременно хочешь 3-4 серии посмотреть. Хочешь проглотить, да, потом они тебя затягивают, они же еще и хронометражом таким интересным, там либо 26, либо 39, когда-то они там, да, вроде как-то быстро заканчивается история, там, ну то есть это прекрасно продумано. В сериалах формируется и актерский пул, и вообще вот все специалисты, ваши родители работали бы в сериальном производстве, будучи, особенно ваш отец. Он осветитель, и он бы не вылезал с сериальных площадок, будь он... Да, могло это быть, да, и я не исключаю это. Так мы о чем? О том, что это плохо, то, что, да, сериалы такие замечательные появляются, замечательные или незамечательные, да. Они формируют культуру, это идеология денег. Да. Они формируют, опять же, есть сериалы, которые, наверное, ну, то есть, по крайней мере, которые стараются поддерживаться, там, может быть, или, не знаю, даже не назову сейчас, много их или мало, да, но все равно что-то можно найти, да, то, что все-таки, да, там, тот же Ландыш серебристый, там, да, вот, они стараются там все-таки продвигать какую-то, закладывать фундамент, да, идеологический, да, там, христианский, ну, по крайней мере, государственную позицию какую-то. Вот. А есть, которые, соответственно, просто воспевают там, да, криминальное прошлое России, там, да, и на этом... Это вы сейчас слово пацана приложили? Ну, слово, да, пацана, лихие, там, да, и не знаю, там, все что угодно это может быть. Здесь же тоже очень важно... это попытка отрефлексировать его. Лучшие сериалы, это же общество посредством этих сериалов рефлексирует собственное прошлое. Кино-то не предложило рефлексию на этот счет? Не предложило, но все равно превращение в, ну, скажем так, популяризация, да, вот этого бандитского прошлого, потому что все-таки кино, надо понимать, что любое кино, даже в том числе и сериалы, а сериалы даже в большей степени, это влияние на человека, да, влияние на зрителя. Особенно на зрителя, который не сформирован до конца, да, то есть, ну, давайте вспомним, там, да, один из самых, наверное, классических старых сериалов, там, «Крестный отец», да, 3 серии, но это же ведь потрясающая сага, да, которая кого воспевает?
мы все болеем за род Дона Корлеоне, да, и мы переживаем за него. Мы переживаем не за полицейских, которые там, да, в то время, как есть «Неприкасаемые», да, потом, да, фильм, да, который про другое, да, как раз мы, может быть, где-то стоим на стороне как раз полицейских там, да, вот. Но вот кого мы ставим, из кого мы делаем героя в каждом из фильмов. Вот здесь это важно, да, мы можем рассказывать про 90-е годы, мы можем рассказывать про то, как там было сложно и так далее, но если мы из этих персонажей делаем героев, и им пытаются подражать ребята, скажем так, которые не сформировали еще себя, вот это уже внутреннее вредительство от этого сериала. И он может появиться. Он может появиться, если он сделан, там, условно, не на государственные деньги, там, и так далее, и тому подобное. Да, это рынок. Да, на рынке бывает, собственно, да, порнография, которая официальная, там, где-то там на каких-то сайтах ты заплатил, ты смотришь, что это твое, как говорится, твой выбор. Здесь, соответственно, другое дело, что оно должно быть каким-то предупреждением. Да, что, ребята, значит, здесь это будет посвящено тому-то, тому-то, имейте это в виду. Вот. Это я к вопросу о том, что там планируется введение там прокатных удостоверений, планировалось, да, для онлайн-кинотеатров и так далее. Вот. Что все-таки публичный контент, он должен быть как-то, пройти какую-то лицензирование, скажем так, да, что можно показывать, а что показывать только на закрытых каких-то платформах и с особым предупреждением. Слушайте, а у меня тогда вопрос, знаете, я очень часто слышу от наших режиссеров, я это очень сам не люблю, это у меня такая позиция, я не люблю в нашем фильме нашем кино натужную Достоевщину, так называемую. Ну да, то есть да. Это когда... А есть понятие, например, в Голливуде это the Russian ending, это когда русский финал, то есть обычно happy end, это для большинства мировых кинематографов, happy end это нормально. А русские почему-то, вот считается, это что, такое свойство национальной души, или это навязанное нам извне, вот это мученическое, мы будем здесь страдать. А я вот вас это кино, вот понимаете, каждый раз, когда мне говорят про национальное кино, я не вижу позитивного кино. Понимаете, то есть любой продукт, допустим, на национальную тему, если он хорошо продается, все, это поделка. Если в нем мука, расчесывание, бесконечно асценический синдром, хтонь, извините, срань и прочее, вот все это прекрасное кино. Почему так-то получается? А я вас спрошу вот сейчас, для вас «Калина красная», ее финал какой, позитивный или нет? У «Калины красной»? Да. На самом деле, «Калина красная» финал, конечно, трагичный. С одной стороны, трагичный, но с другой стороны, все-таки мы видим исправление человека, да? А мы не знаем, что было бы дальше, если бы его сейчас не остановили вот таким образом, да, не убили. Смог бы он выдержать, смог бы он стать человеком и так далее. Нет, тут можно очень долго накручивать. Это я к вопросу, «Москва слезам не верит». Очень хорошо я читал разбор, что Гоша, на самом деле, классический абьюзер, который тоже, абьюзит героиню Алентовой, и, скажем так, она, конечно, радостна, как долго я тебя искал, но это абьюз в чистом виде, говоря сегодня. То есть то же самое, это можно далеко очень думать-то. Я к чему? Я к тому, что не всегда мы можем говорить, что в национальной кинематографии финал трагичен. Вот с «Калиной красной» он и трагичен, и в то же время мы видели всегда исправление, мы видели путь, мы видели его попытку справиться. «Москва слезам не верит», все у них нормально, в итоге, да, образовалась семья. Вот это национальная кинематография, а не то, когда все совсем плохо, да, деревня разваливается и так далее. Это любили делать наши там Сергеи Лазницы там, да, и прочие, которые ехали дальше на европейские, на американские фестивали и получали там награды за это. Вот они это любили, и у них это типа все здорово получается. Это российская хтонь в розлив, в которой они барыжили на европейских фестивалях. Да, это я с вами полностью согласен. Но у меня тогда другой вопрос. А с чем нам идти в мир? Мы не можем идти the Russian ending, это не покупается. У меня был знаменитый разговор с индийскими партнерами, они спросили, а почему вы, страна, имеющая лучший в мире балет, не снимаете мюзиклы? У вас же чего не было? Вы же с «Веселых ребят» когда-то начинали. И я так, знаете, ребята, сел... это же все-таки все равно, да, некая реплика, да, уже американских, да, фильмов. Вот, поэтому я как бы не соглашусь, что прям мы начинали с «Веселых ребят». Нет, вот. мюзиклы у нас были.
Ну, были, безусловно, да, но все равно, я говорю, даже в кино, да, это все равно некие реплики уже были, как вот фильм «Цирк», там, да, и так далее, все повторы, «Карнавальная ночь» тоже была, по-вашему, реплика? Ну, понятно, в чем-то, что да. где-то снимаем, но тем не менее. Да, с добавлением. Не снимаем то, что о нас хотят видеть. А что от нас хотят видеть? Вот каждая страна хочет видеть свое. Вот я сейчас, так как я являюсь еще председателем комиссии по культуре Россотрудничества, да, вот у меня буквально на днях была онлайн-встреча с директорами русских домов. И мы обсуждали о том, как раз продвижение кинематографии. Вот. И мы обсуждали вопрос того, что хотят видеть зрители, да, вот этих русских домов, которые к ним приходят. Как вы думаете, что больше всего хотят видеть? Фильмы про космос. Да. И видовые фильмы о России. Ну, потому что во всем мире считается, что Россия ассоциируется с космосом, и Россия бескрайне... До сих пор. А почему именно, ну, скажем так, мир знает, что единственная страна, обладающая способностью долгое время запускать людей в космос, была Россия. Это как бы никуда не делось из информационного пространства. И, конечно, бескрайние российские просторы. Наши блогеры, на самом деле, в том числе я, например, очень люблю пример Панда Саха, это якутский блогер, имеющий 20 миллионов подписчиков в Инстаграме. Он без слов снимает ролики про Якутию, у него каждый ролик 20, 25, 30 миллионов просмотров. Вот они сделали просто колоссальное вот это самое для России. Поэтому я... Вот я к тому, что хотят видеть, вопрос, да, потому что если мы говорим про какие-то видовые вещи, то это какое-то легкое кино, может быть, там, да, с национальным уклоном. Вот, наверное, такое тоже может появляться, и если его будет поддерживать... Ну, я не знаю, тот же фильм «Не храните меня без Ивана». Зрители, наверное, которые меня уже где-то видели, да, наверное, уже скажут, что опять он со своим Иваном, потому что, ну, мне нравится это кино. Я знаю, как оно собирало залы, да, я знаю, как на него шли. И в прокате он провалился, потому что не было рекламы нормальной. А если бы люди знали, они бы туда шли. Ну, вот прекрасное кино, и видовое. Почему не было рекламы-то? Да потому что финансов нету, да. Это, к сожалению, то самое кино. Я вот хочу задать один вопрос. А как у нас тогда обстоит бизнес-планирование? Я почему знаю это? Дело в том, что фильм, планируется бюджет, значит, съемочный, допустим, еще что-то. И вот, значит, снимается фильм, тратится, условно, 500 миллионов рублей. И из этих денег, ну, где-то, наверное, 1500 тратится на создание языковых версий. Это моя личная боль. То есть, ребят, вы хотите в мир, но у вас нет денег. Вы хотите собрать эти самые, но у вас читаешь бизнес-план, я работаю с киношниками, консультирую, читаю, где рекламный бюджет. Вот это ням-ням, оно откуда у нас берется? Нет, это ням-ням у нас берется, ну, не знаю, когда по 500 миллионов, там, да, у кого, почему они не заложили рекламный бюджет, здесь мне не сложно сказать. А если мы говорим про авторское кино, а это все-таки больше авторское кино, которое, ну, «Не храните меня без Ивана», эта история все-таки собрали деньги, дали что-то. Давайте снимать, давайте сделаем, давайте вложимся, давайте соберемся. Вот. Сделали кино, прокатали по фестивалю. Может быть, придут какие-то партнеры, спонсоры, которые помогут выйти в прокат. То есть это такая история. Это не история коммерческая, потому что когда мы говорим исключительно про коммерческую, ты должен, естественно, закладывать. Ты должен понимать, вот ты заложил на производство, вот у тебя, соответственно, рекламный бюджет на прокат, вот у тебя, соответственно, маржа, которую ты там будешь получать там, да, с проката, там, с такого, ну, сколько ты предполагаешь собрать в этом прокате. Вот. Поэтому здесь нет, здесь другая история, но при этом это кино, оно более чистое, да, оно говорит о России в том числе, да, потому что там и история есть, там и природа есть, там, да, и так далее. И, наверное, он может быть продан, если найдется инвестор, который поможет ему именно с вот этим вот продвижением, да, рекламным продвижением, хороший трейлер, который будет продаваться на Западе, в конкретной стране. Ведь надо же еще понимать, что трейлер, он тоже не универсален. Конечно. Вот, в каждой отдельной стране ты должен сделать акценты на своем, чтобы он был там заинтересован. Да, потому что у каждой страны, допустим, свой образ. Вот пришло кино из России, и у каждой страны свой образ России. Слушайте, и заключительный, в общем-то, вопрос. А перспективы у нашего кино глобальные есть, или мы так и будем на себя заворачивать, должны на себя заворачивать собственный кинематограф? Мне даже на уровне руководителей крупных онлайн-платформ приходилось слышать, я задал вопрос, а вы делаете вообще фильмы, как-то адаптируете их на экспорт? Они мне сказали, нет, вы знаете, мы снимаем на русском, для русских, по-русски. Вот это вот оно, вы как думаете, нам туда надо? Я скажу так, что нам туда надо, туда, где нас готовы принимать с нашим менталитетом,
менталитетом, с нашей идеологией. То есть подстраиваться под тот рынок, который, типа, мы хотим овладеть, там, американским рынком, да? Да нет, хотя бы турецкий. Ну, хотя бы турецкий, да. Хотя турецким тоже сложно овладеть, потому что все-таки менталитет мы делали вот только что у нас разный. Был подкаст с иранцами. Мы об друг друге не знаем ничего. Совершенно. То есть у нас союзнические отношения, но мы ничего не знаем о странах друг друга. То есть, ну и чего? У нас, к большому сожалению, просто происходит много формальных вещей, это к вопросу об отчетах, да, о том, что мы все-таки сделали это, мы сделали это. Там много мы видим в прокате сейчас, там, условно, китайских фильмов, да, которых... Ну, там другая проблема. Я вам честно могу сказать, с китайским кино у нас очень большая проблема, она носит переводческий характер. Дело в том, что у нас китайский язык в 2,5 раза фонетически короче русского. У нас нет переводчиков, точнее их очень мало. Я это знаю, потому что через нас идет большой поток именно этого переводов. Мы умеем это делать, но большинство просто не умеет, потому что надо сократить в 2,5 раза текст, чтобы элементарно актеры могли его выговорить. Это проблема не киношного своего. Ну, точнее, киношного, но другого. Но я даже про то кино, которое из Китая приходит к нам. Да, я вот был свидетелем там, да, нескольких фильмов, которые вышли вроде как в прокат, но мне кажется такое ощущение, что они выходили в прокат достаточно формально, просто для того, чтобы показать, что у нас есть взаимодействие. Типа мы дружим, да? Да, типа мы дружим, что у нас вот в прокате выходит это, там, наверное, тоже что-то выходит. Вот. Ну вот, чтобы вот такого не было, да, когда тех пор, пока мы, если мы можем что-то предложить, мы должны условно возить не наши обязательно бренды, которые вышли, там, я не знаю, там, фильм «Воздух», там, мы провезли по всем странам, просто потому что это Алексей Герман-младший, потому что это поддержка Министерства культуры, там, я не знаю, фонда кино и так далее, и наше Роскино его пихает во все дыры, потому что вот надо везде его показать, во всех странах. Задача-то какая? Может быть, мы будем, приезжая в конкретную страну, адаптировать, да, и смотреть... Вот это мне близкий очень подход. Мне он очень близок, я вас прекрасно в этом плане понимаю, как человек, специалист по межкультурной коммуникации, я вас понимаю очень хорошо. Зачем? Зачем мы делаем единый какой-то блок, и дальше вот из него там, да, что-то выщипываем? А еще есть особая проблема, да, большая проблема, я не знаю, успеем мы в нашем эфире об этом поговорить или нет, но, к примеру, есть русские дома, да, которые готовы показывать кино, к примеру. Но, значит, им выделяется... Мы не можем заключить, условно, один единый договор на то, что фильм, я не знаю, там, тот же «Воздух», пусть бог с ним, да, или там «Нюрнберг», который будет передан по правам Россотрудничеству, да, на некоммерческие показы. Ну, потому что уже все, он прокатал свое. Ну, что, собственно, что его держать? Вот, соответственно, передать Россотрудничеству, чтобы он сам, Россотрудничество, решало, в каком русском доме, сколько он будет показан. Приходится каждому русскому дому заключать отдельный договор на конкретную дату, на конкретное время показа и так далее и тому подобное. Это можно рехнуться от такого. Это административный кошмар, конечно. Конечно, да. Ну что проще? Ну отдайте вы какие-то права. Но вы же уже, вы больше не заработаете. Ну тут вопрос в том, что большинство наших, я не очень, вот по завершению хочу сказать, что и наши кинопроизводители на самом деле плохо понимают, как работать с правами, совокупность, что это совокупность активов, потому что то, что вы говорите, это 7-е окно проката, некоммерческое. В нем фильм уже живет по другим законам. Я когда рассказываю это на курсе киноэкспорта, который у нас есть, люди просто изумляются, потому что, оказывается, и так можно. И вот вы согласны, что даже самые идеологически правильные кинематографисты очень плохо себе представляют, как работать с фильмом на прокате. Проблема в том, что есть идеологически правильный кинематографист-режиссер, но у него есть, может быть, не очень идеологически правильный продюсер, который просто поймал на этом возможность заработать, да, то, что ему дали бюджет, вот, и дальше он пытается из него вытащить. А их надо учить? Вот скажите, пожалуйста, всех этих людей надо учить? Мы не сможем учить принудительно. Мы можем учить только добровольно принудительно. Вот если они сами захотят выучиться и понять хоть что-то, то с такими людьми можно работать. Но именно за ними будущее нашего кинематографа, а не за теми, кто пытается просто сейчас собрать вот эти сливки момента, когда ушел иностранный прокат, и мы можем заполнять с собой все возможные, да, экраны, которые у нас есть, вот, а потом мы положим зубы на полку, потому что нового уже мы ничего не придумаем в таком же разрезе. Мы не воспитываем сегодня нашего зрителя. Ну что ж, вот на этой ноте, скажем так, задумчивой, я бы честно сказал, очень задумчивая нота, есть о чем подумать. Я бы хотел поблагодарить нашего гостя и считаю, что у нас сегодня получился просто блестящий подкаст. Спасибо, я тоже так думаю.